Приветствую вас на канале Kermitbuy, и в этом видео я буду разбирать контактную группу от Passat B3. Так мы, наверное, видео и назовем: разобрать контактную группу в Passat B3. На данный момент мы отщелкиваем защелки этой вот лопаткой. Нужно что-то такое вот потоньше. Я не знаю, ну вот видите, у меня такая лопатка есть специальная, ей более-менее удобно. Разбираю я контактную группу для того, чтобы отреставрировать и поставить, естественно, назад в свой Passat B3. И вот мы снимаем верхнюю крышку, если так ее можно назвать, и мы уже можем посмотреть, что есть внутри. Есть такие вот контактики, которые нужно только пинцетом, наверное, доставать, но оказались они у нас хорошие. Дальше мы разберем корпус по кругу, чтобы был бы лучший доступ для восстановления основных контактов, которые, я думаю, они будут в плохом состоянии. Итак, почему я разобрал данную контактную группу? Потому что у меня перестал загораться дальний и ближний. Ну, не совсем перестал, а то включится, то не включится. Ну и вот мы сделали выводы и решили, что это все за контактные группы. Возьмем наждачку, подготовим для зачистки наших контактов. Желательно помельче взять наждачку или взять какую-нибудь использованную, чтобы не сделать глубоких нарезов при зачистке данных контактов. У нас, оказывается, здесь контакты вынимаются, достаются. Все без проблем, можно зачистку делать, очень удобно. Я уже думал, что тут будет страшное лего, а нет, все отлично. Вот и все, берем наш контакт и обыкновенной наждачкой зачищаем. Конечно же, другие люди, может, и купили бы новую контактную группу, забросили бы ее назад и все дела. Но мне так не интересно, мне нужно ее разобрать, восстановить. В этом смысл видео. Как разобрать, как восстановить. Может, кто-то хочет тоже поиграться. Я, к примеру, ремонт данной контактной группы делаю, как бы можно сказать, с удовольствием. Мне это интересно. Может, у кого-то времени нет. Но я, например, выделил себе время и спокойно вот восстанавливаю данные контакты. Тем более их можно восстановить. Если, например, контакты полностью выгорели бы до корпуса основного, то уже да, его просто можно было бы выбросить, купить новые и все дела. Но здесь контакты как новые. Просто есть черные подгорелые пятачки. Вот их нужно зачистить до блеска. Все назад поставить и все дела. Вот видите, тем более все доступно. Все можно разобрать. Одно, что единственное, вот видите, сами контакты на пластинках, которые прижимаются, немножко, конечно, неудобно. Но с хорошими руками, даже, я думаю, с кривыми, как у меня, можно это сделать. Вот, как видите, мы уже почти восстановили. Уже почти все контакты блестят. Все идет по плану. Пару пятачков мы нашли довольно серьезных. Возможно, и из-за них именно и вот не загорался наш дальний и ближний свет. Но сейчас, я думаю, все будет отлично. В принципе, что тут думать? Я же сделал видео. В предыдущих видеороликах на моем канале вы можете посмотреть, как я устанавливал данную контактную группу, как я снимал и как я проверял. Проверка прошла удачно, не зря я сделал эту переборку восстановления данной контактной группы для Passat B3. Я не знаю, там в B4 возможно такая же самая система. Если кто будет смотреть, у кого есть Passat, к примеру, B4, подскажите, такая же у вас система, такая же контактная группа, как в наших Passat B3. Или, например, в Гольфах 3. Возможно, тоже будет такая же самая контактная группа. Я, например, первый раз разбираю данную контактную группу. Видео я делаю для вас, восстанавливаю контактную группу для себя. Кстати, если я кому-нибудь помог данной видеоинструкции, как разобрать контактную группу,
с замка зажигания в Passat B3 91 года выпуска. Обязательно подпишитесь на канал или хотя бы поставьте лайк. А если напишите комментарий, еще будет круче. Злых хейтеров мы тоже ожидаем в комментариях. Заходите, пишите. Ну а мы уже пытаемся сложить данную контактную группу уже на место. Короче, данную контактную группу можно разобрать, можно отреставрировать. Пожалуйста, по вот данной видеоинструкции все можно сделать. Все восстанавливается, ничего в этом страшного нет. Тем более контактная группа выглядит внутри как новая. Оно единственное, повторяюсь, немного загорели контакты. Вот из-за этого не загорался наш дальний и ближний свет. Если кому интересно предыдущее видео, как я полностью снимал замок зажигания, как я доставал вот эту вот, как говорят, личинку, по-моему, да, а я называю контактной группой. Как я это все делал, там полное видео длинное, по-моему, полчаса, с этим всем восстановлением. Если кому интересно, поищите, посмотрите. Так, все, залаживаем наш контакт. Это уже последние шаги. И мы уже вот сложили нашу контактную группу. И пойдем ставить наш автомобиль. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.